Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за новыми выпусками и прямыми эфирами, где мы обсуждаем злободневное, важное и очень насущное. Денис Елисеевич, блогер, со мной на связи прямо сейчас. Денис, приветствую вас. Здравствуйте. Друзья, всем большое спасибо за то, что ставите лайки, подписывайтесь, за то, что, собственно, следите за Денисом Елисеевичем, следите за моим каналом. Пожалуйста, отметьтесь чем хорошим в комментариях, выскажитесь по поводу этого эфира и не забудьте поставить лайк, потому что времена сейчас сложные для Ютуба как такового, потому что его всячески пытаются чикнуть, отрезать, ограничить. В общем, мы понимаем, к чему, собственно, идет в нашей стране, нашей, это имеется в виду Украине, да, и ввиду этого много инсинуаций, вот много. Формат прямого эфира, он традиционен, QR-код, который видите возле меня, возможность вопрос задать и канал поддержать, и, собственно, с этих вопросов будем начинать сессию вопросов и ответов. Точно так же сообщество YouTube, точно так же чат трансляции, но в самом конце, и голосование, оно сегодня вот такое. С продолжением войны на этом этапе Зеленский получит большой, ну и вам предлагается закончить предложение. Куш, кукиш, крах или запас времени. В общем, голоса уже почти разделились, люди сомневаются. Что думаете вы? Продолжение войны, которое, собственно, одобрил и благословил Трамп, что дает Зеленскому в итоге? Время. То самое время нахождения у власти. Но формулировка «Трамп согласовал продолжение войны», она как бы не совсем правильная. Он ее согласовал продолжать для Путина. Я имею в виду, это игра перед Путиным, блеф перед Путиным. То есть и согласован какой-то план, так, есть определенные домыслы, подозрения, но сказать, что это там продолжение будет годами длиться, нет, однозначно нет. Действительно, сегодня только ленивый не говорит о томагавках, только ленивый не говорит о дальнобойных ударах. В начале недели прям Сибига говорит, в России не останется ни одного безопасного места. И все четко видят паузу, да, которая в переговорном процессе наметилась, пауза, которая тоже дает воевать. Какие перспективы вам видятся у Украины в этой войне? Потому что сейчас, например, очень активно последний час, да, ну это последние несколько дней, но последний час нам говорят о некоем геймчейнджере, как катастрофе на Запорожской атомной электростанции. Гросси выходит, говорит, нет, ну, конечно, дизельные генераторы работают, но так не может продолжаться долго, и, собственно, реакторы расплавятся, и будет катастрофа. Поэтому Фукусима, этот вариант, он не отброшен. Но такое ощущение складывается, что Зеленскому и нужно вот что-то такое. Не находите? Я думаю, до такой катастрофы доводить не будет. Ни в какие такие параллели я не верю, суперкатастрофические. Я могу сказать, что тем и страшна в целом война, что начинаются здесь разговоры там про томагавки, там начинает пахнуть катастрофой на Запорожской станции. Обсуждать Зеленского в тысячный раз мы можем, но происходит то, что происходит. Смотрите, я не верю в то, что Трамп даст томагавки, добро на томагавки. Это сложная ракета, которую сложно запускать, которую запускать без участия американцев невозможно. Насколько я изучил вопрос, я не есть в этом эксперт. Если американцы в этом будут участие принимать, это может быть расценено уже как участие в войне. Ну, Россия обычно так пытается это преподносить. И, в общем-то, и все. Я в это не верю на процентов 95. Если случится так, что я окажусь неправ 5% и эти удары будут, тогда совершенно понятно, что это план по, ну как сказать, по расшатыванию Путина политически. Если представить себе томагавк, который прилетел куда-то по Москве или по Питеру, то это очень сильно ударит по Путину. Но я как бы тут, я лично могу порадоваться 5 минут, но следующие 5 минут, я понимаю, это будет только укреплять власть Зеленского. Поэтому я за окончание войны, за дипломатию, без всех этих историй. Кроме того, я же знаю, если прилетит туда, то понимаю, что будет завтра в Киеве. Вот, а многие радуются, да, давайте томагавки, давайте вот мы им сейчас. Я понимаю, когда это делает Трамп, у которого свои цели, свои задачи. Но когда люди у нас сидят, ух, мы сейчас их томагавками. Но ты же сидишь без ПВО или под плохим ПВО, ты об этом подумал? Они об этом, к сожалению, не думают.
Ну, Зеленский вроде как видится под хорошим ПВО сидит. И бункеры у него надежные, и, в общем-то, он об этом не печется. Сегодня в Украине День защитников и защитниц. Зеленский приехал на Майдан, положил цветы, и, собственно, и выдал на гора интереснейшую фразу о том, что ой, Украина стирает империи, в общем, никто ее не победил, и, ну, то, что... Смотрите, я не исторический подтекст хочу взять. Я хочу именно, знаете, вот этот вот посыл, достаточно, новый посыл потужности. Если честно, то абсолютно непонятно, откуда такой прилив у Зеленского. Потому что смотришь на Европу, да, ну там как бы все равно все ни шатка, ни валка. Да, Урсула вышла и сказала, 4 миллиарда сегодня будет, а 2 из них на дроны. Вот эта история с Пурл, да, вот эта вот программа, где страны скидываются, ну, наскидывались 6 стран на 2 миллиарда. Причем в этом месяце, ну, прошедшем сентябре, ничего не докинули. То есть это августовские деньги. Сказать, что они уж очень торопятся и спотыкаются, прям бегут на помощь Украине, тоже ведь нельзя. У них там дроны разлетались, для себя нужно чего-то беречь. Поэтому как бы вот непонятен расчет Зеленского. Что можете по этому поводу сказать? Могу только повториться, то, что мы с вами обсуждали, то, что я вам говорил пару месяцев назад. Зеленский не живет длинными целями и задачами, например, такими, как живет Трамп, который планирует, понятное дело, там до конца каденции, а в жизни планирует на десятилетия, да и все американцы. Зеленский планирует с Ермаком ближайший месяц. Вот нам удастся пересечь ближайший месяц, и отлично. По поводу помощи Европы, она помогает ровно так, как она помогала с первых дней войны, чтобы не проиграть и не победить. Понимаете, и на Украину на себя навешивают кучу долгов, кучу обязательств. И все это идет, по сути дела, руками Зеленского, который в один день прекрасный перестанет быть президентом Украины, а на Украине останутся обязательства. Конечно, можно внешний дефолт объявлять, и, безусловно, я бы только так и делал, это уже второй вопрос. Но маємо те, що маємо сейчас. Что касается его пламенных речей на Майдане, вы до этого Сибигу упоминали. Вот смотрите, Сибига, по сути дела, никто и зовут никак. Он выходит, делает такие заявления, вот там будут прятаться в Москве, будут прятаться там. Опять-таки, 5 минут сатисфакции для обычного украинца есть. Но Сибига будет в этот момент где? В бункере? А где-то погибнет в ответ ребенок, люди наши, кто-то лишится имущества. Я как-то бы вот эти заявления делал бы скромнее. Даже если задумано и Трамп согласовал это делать, ну хорошо. Но вот так вот это пафосно выставлять, это, по-моему, честно, я считаю, это подонство по отношению к людям. Интересен другой момент. Сейчас вовсю говорят о том, что денег нет у Зеленского. Выходят эксперты разные, именитые, с именем. Говорят, что, смотрите, украинская там есть ракета крылатая «Нептун», да, но производить не за что. Денег нет. Ну, там пустили какой-то экземпляр, еще чего-то. По поводу «Фламинго» вообще говорят, что это как бы на бумаге история такая достаточно, ну, такая очень и очень такая, ну, абстрактная, понимаете. Фламинго, Фламиндич, Фейерпоинт, который под скандалами ходит под НАБУ, в общем, близкая к президенту компания. И, в общем-то, некоторые четко говорят, что это операция прикрытия, взять какие-то там ракеты, какие-то там неучтенку из дружественных стран и запустить, сказать, что это наша Фламинго. Однако россияне сегодня опубликовали интересное видео, где, как они утверждают, были поражены грузовики. То, что под гражданские фуры маскируются военные грузы, это уже не секрет, это такая война, и жилая застройка используется, и все остальное. То есть все это уже привыкли, это не сенсация. Но они говорят, что там фламинго грузили и перемещали. То есть конкретно фламинго. Слушайте, а есть фламинго или нет? Или это птица, которая, ну, такая очень, очень чудесная, в украинских широтах не водится? Я максимум во что могу поверить в какие-то одиночные производства, в серийное производство, что оно есть, я не верю, потому что сразу возникает вопрос, а если есть фламинго с такими сумасшедшими заявленными характеристиками, зачем тогда томагавк? Там кроме фламинго они что-то недавно показывали, я уже название не помню, там еще какие-то страшные ракеты. Но вы понимаете, если открыть Google и поискать или использовать искусственный интеллект, то Зеленский рассказывает, по-моему, с 23 года, что вот сейчас мы там 3000 крылатых ракет,
столько, короче, баллистических, какие угодно он построит, миллион дронов, все, а этого всего нет. И вот здесь мне сразу на ум приходит недавнее выступление генерала Келлога, который рассказывал, вот я ходил по производствам дронов, мне показывали, фантастически, все. И как бы есть в этом доля правды. Сегодня Украина и, к сожалению, Россия являются лидерами в мире по этим дешевым дронам, это война дронов. Но генерал Келлог это с таким пафосом рассказывал, как будто сейчас в Украине все происходит, как когда-то в Израиле. Когда в Израиле были сложные времена, и там в гаражах чуть ли не самолеты строили, чтобы страна выжила по-настоящему. Генерал Келлог знает, откуда это финансирование, как это воруется. Вот мне интересно, он это знает, он отдает себе отчет? Так И он вот я так участвует, слушаю, Денис. ну я не могу такое утверждать, я Нет, ну просто могу подождите, утверждать, что ты... все четко. У него есть активы. Активы это производство военное. Дочка занимается в околовоенном, ну, связанных с войной деятельностью в Украине. Все как бы все открыто. То есть секрет Полишинеля. Ну, я к тому вел, что американец или европеец, послушая со стороны генерала Келлога, подумает, ну, в Украине все действительно хорошо. И как со мной пытаются вступать в споры, Зеленский демократ, все, это я там не такой какой-то. Вот в этом я вижу большую беду. И генерал Келлог это единственный человек в команде Трампа, которого я органически не воспринимаю. После таких заявлений, после вот этот вот он выходит и говорит, Россия не победит Украину. Я согласен. А только сразу следующий вопрос. А Украина победит Россию? Ну, военным путем подразумевается. Нет. Тогда, может, давайте о дипломатии будем говорить. А вы хотите говорить, что Россия не победит, так что тогда? Давайте воевать бесконечно. Генерал Келлог сел в самолет, улетел в Америку, и дочь его в один прекрасный день тоже так сделает из Киева. На счетах, наверное, все будет хорошо, если верить той информации, о которой вы говорите. Вот и все. И вот если все так взять в совокупности, Сибига, Зеленский, генерал Келлог, вот вы сейчас про ракеты, про эти томагавки. Давайте представим, что это произошло. Нам дали эти томагавки. Лупанули. Наступает завтра, прилетает ответ. Это способствует окончанию войны? Вряд ли. Если действительно план в том, чтобы так лупануть по Москве, чтобы под Путиным зашаталось политически, это очень амбициозный план. Но, вы знаете, я опять не могу не вернуться к этому вопросу. А что Зеленский после этого? Получается, героем выйдет? И вот тут я, конечно, как, естественно, за Украину, но Зеленский, знаете, с самого первого дня войны он так делает, но может с второго месяца. Очень быстро это произошло. Он хочет победить сам и один. Почему такие люди, как я, оказались вне Украины? Он хочет победить сам. Ему все равно, что ты там сделал для фронта, для людей, это уже не важно. Ты за меня, кто не с нами, тот против нас. И вот сейчас может, к сожалению, возникнуть такая ситуация, что ну, он себе навесит дополнительных орденов. Смотрите, какой я красавец. Я, конечно, болею за Украину, за все это, и с Зеленским, возможно, потом придется расправиться, или у меня надежда на команду Трампа, что его просто отстранят. Такие разговоры ходят, что эти задачи разделены. Как бы завершить войну с ущербом для России, это задача один, но это вовсе не значит, что мы Зеленского будем дальше там как-то продвигать. Ну, типа из серии это сукин сын, но сейчас наш сукин сын, а потом уже будет не наш. Вот разве что на это у меня может быть расчет. А зачем это Трампу? Что именно? Ну вот, нанести существенный ущерб Российской Федерации. Я не беру сейчас США, я не беру сейчас там Западу, я беру, у меня четкий вопрос, Трампу это зачем? А почему вы разделяете Трампа и США? Трамп и есть США. Ну, судя по шатдауну, не совсем. Мы можем об этом отдельно поговорить, но Поговорим. я не разделяю Трампа от США, потому что Трамп действует в интересах США. А у США главный геополитический враг это Китай. Второй это Россия, потому что Россия является союзником Китая. И, конечно, ослаблять Китай и ослаблять Россию это важная задача. Еще раз. Выглядел Трамп максимально растерянно, когда пересказывал в очередной раз, да, вот эту свою встречу в Анкоридже с Путиным. В чем растерянность? Говорит, мы же хорошо встретились, а потом дроны полетели по Киеву. Так мы же хорошо вроде как встретились. Так а в чем дело? Причем самое интересное, что вот эта встреча 15 августа, ну, уже прошло достаточно времени. И она обрастает какими-то там своеобразными вещами, я сразу делаю параллели и провожу ее с Женевой. Многие там семи пядей во лбу аналитики, помните, вот Женева, Байден с Путиным встретились и вот понеслась.
Да. Так давайте попробуем разобраться. Так а какие наростни на эту встречу политические есть сейчас и что понесется дальше? Вовсю уже говорят, Трамп достал кнут и будет, так сказать, бить по России. Вопрос, будет ли на самом деле? Другие просто говорят, что это игра. Просто игра. Он играет. Он опять вспомнил этого бумажного тигра, он опять, ну вот это вот все, да, то есть там мы там самые крутые, у нас самые крутые подлодки, Медведев тупой, потому что он написал про ядерную, а мы сразу подлодки, одну или две, неважно, отправили к берегам России. То есть мы видим, что Трамп в какой-то другой колее сейчас находится, нежели находился условно месяц-два назад. Да, конечно. Ну, во-первых, правда, вы сказали вначале, Трамп растерян. По-моему, Трамп и растерянность – это два несовместимых слова. Я никогда в жизни его не видел растерянным. А я за ним наблюдаю, ну, так, лет 15 минимум. Значит, действительно, Трамп взял кнут, но я тоже считаю, что это как бы игра. Вот вчера выступал министр обороны Хексет перед генералами и в целом сделал очень много важных заявлений, таких серьезных. То же самое и Трамп. По поводу там, что Америка опережает Китай и Россию в плане подлодок на 25 лет. Ну, Китай как бы догоняет, по его словам, это действительно правда. Но разрыв колоссальный. Все так, просто Трамп попытался, я уже тоже вам это говорил, Трамп попытался вести бизнес, как цивилизованный человек. Но понял, что он ведет дело с нецивилизованными людьми, которые понимают только язык силы. И он решил хорошо, переименовал Министерство обороны в Министерство войны и начал демонстрировать, только начал, подчеркиваю, только начало демонстрации силы, в том числе и военной. Показывая, что если вы хотите так, мы можем и так, но тогда вам будет плохо. Это тоже называется принуждение к миру. Тоже элемент этой истории. Сегодня разошлось видео российских пранкеров политических, Вована и Лексуса. Они поговорили с Самантой Пауэр, это бывшая глава USAID. Значит, и она в разговоре, ну, четко сказала, что каждый месяц Украина получала 1,5 миллиарда, ну, она так выразилась, наличкой, ну, то Да. есть денег физически. Если наличкой, значит, ну, простите, правильно делают выводы люди, знающие, что это прям, ну, там чуть ли не специально допечатывалось, ну, или с хранилища доставалось, но это же надо восполнять, это же, ну, оборот. То есть конкретно кэшем 1,5 миллиарда в месяц. Причем это длилось достаточно долго. Значит, на бюджет, на пенсии, на дыры, где эти деньги непонятно. И так прикинули, посчитали, что только при Байдене там 50 миллиардов, вот так вот, ну, вот, на. Причем вот этот спор, помните, Трамп с ним заходил с этим спором в предвыборке, а сколько потратили? У него фигурирует цифра 300 миллиардов. Киев говорит, да не, у нас 157. Ну вот это вот. И потом они поспорили, ну и как бы все замолчали, ну, чтобы не раздувать этот пожар. Заявление Саманты Пауэр. Что сейчас привносят в тему поддержки Соединенными Штатами Америки Киева? Ну, значит, Вован и Лексус ребята талантливые, но, безусловно, агенты ФСБ или ГРУ, что не отменяет ценности того, что они сделали даже для меня. Поскольку USAID вот это является моей очень важной темой, я даже здесь консультировал людей по этому поводу в контексте Украины, когда пришла команда Трампа, здесь этим очень заинтересовались. И сейчас, в принципе, это все продолжается. То, что я услышал на коротких фрагментах в Иксе, я видел, ну, в бывшем Твиттере, я понаходил сегодня утром по моему времени, я не то, что был в шоке, я был в шоке, наконец-то это выплыло в публичную плоскость. И вот люди, это, наверное, ну, украинцы не воспримут это, скорее всего, от меня, но я хочу сказать, на самом деле вот эти ФСБшники сделали работу для Украины. Потому что вот это все вредит Украине, вот эти все USAID, вот эти Power, Soros и все остальное, это все наносит вред. То, что вы сказали про деньги, так теперь все понятно. Вы можете себе представить, приходит такая Power с тетрадочкой, так, ребята, 1,5 миллиарда долларов, распишитесь за получение. Ну, конечно, нет. Это навалили этих кэша, с которого украли миллиард, 500 миллионов, в лучшем случае пошли на дело. Вы согласны с этим? Оттуда появляется вся красота, которая у них есть, а потом они гордо выходят, бизнесмен, я бизнесмен. Вот это и есть их бизнес. И вот это, для меня, знаете, в чем загадка? Вот это Power и им подобное. Они реально верят в то, что они говорят, как она говорит, инвестиции в Украину, в демократию.
В чем демократия, если они отрезали все СМИ вот этим финансированием? Я еще раз говорю, даже если бы не было войны, и я вот так начал вещать в Украине, я был бы маргиналом, был бы в изгнании точно так же, потому что они не принимают никого другого. Есть только они. Ну, на тот момент еще довоенные олигархи еще были. Точка. В чем демократия здесь? В чем демократия, когда, если приходит у власти не тот, кто им нравится, отменяются выборы, как это было в Румынии. И было бы в Молдове сейчас 100% на парламентских. Если бы вот эта партия, как я называю, Совков победила, я против одних и против других болел, то что бы тогда получилось? Они бы сказали плохо, они фальсификации. Она называет Майя Санду реформатором. Это какую реформу в Молдове провела? Хоть одну назовите Майя Санду. Ни одной не провела. Я называю вообще Зеленский в юбке. Я дал ей такую кличку там год назад где-то. То есть это называется демократом. Кстати, Майя Санду тоже цензурой занимается в Молдове. И вот так слушаешь, думаешь, до чего мы дожили. И вот я хочу людям сказать, и вот это вот то, что говорит это Power, это не имеет никакого отношения к Америке классической. Это вот это левачье, демократы, которые пришли, и вот это начало ассоциироваться Америка, Запад. Это не Америка, не Запад. Это радикальные левые, и еще не буду говорить кто. А вот настоящие ценности Америки — это Трамп и его команда, и их идеология. У Трампа шатдаун создаст больше проблем или выгод, как вам кажется? Тут не надо рассматривать проблемы или выгод, это уже было и недавно было, и в прошлой каденции Трампа было. Ничего, такой этап. Цели Трампа я поддерживаю, они хотят сократить лишнее финансирование, расходы сократить. Я, конечно, это поддерживаю, это безусловно правильно. Конечно, демократы с этим не согласны, конечно, политический процесс, ну да, шатдаун. Закончится там через неделю, через две, ну такое дело. Ну, гегемон, правительство не работает, чиновники в отпусках бесплатных. Беда прям. Да нет, это в нашем понимании возможно так. Здесь-то к этому не относится. Тем более, вы же знаете, оборонка функционирует, военная сфера функционирует, на это не распространяется. Поэтому ничего катастрофического. Вот я сейчас здесь нахожусь, знаете, все работает, все живет, все открыто. Никто ни в конвульсиях не бьется, Америка живет. Да, это тоже, кстати, называется демократия. Ну, долги-то бешеные, согласитесь. Да я думаю, они как-то разберутся с этим. Нет, ну, был вот этот вот шаман, забыл, как его зовут, ну, который Капитолий брал, вот, которого Трамп амнистировал, который... Он же ж там подал в суд на всех на свете. Всех. Там чуть ли не Warner Brothers, да, ФБР, ФРС, там Трампа на него подал, да, всех подал в суд. Ну, видимо, человек специфический, говорит, там его принуждали общаться с духами. И среди вот этих там наборов его требований, а у него 3 требования, да, или 2, то есть Биль о правах и первозданная Конституция Соединенных Штатов Америки, к этому вернуться без вот этих всех, ну там этих поправок и всего остального. Да, таких называют городской сумасшедший, но в каждом сумасшествии есть доля сумасшествия. Он же там предлагал выпустить монету в 40 триллионов долларов, чтобы покрыть госдолг. Ну, как бы вот есть проблемы у Соединенных Штатов с госдолгом? Нет, а проблема есть. Я, например, здесь больше сторонник взглядов Илона Маска, который бил по этому поводу тревогу, по поводу госдолга в перспективе. Я тоже поддерживаю эту точку зрения. Я почему спокоен? Америка мировой лидер с большим отрывом. При Трампе, я думаю, ВВП будет 30 триллионов долларов. Колоссальные инвестиции Трамп привлекает. Доллар под контролем. Очень серьезно сейчас в команде Трампа обсуждается за счет криптовалюты погашать госдолг. У Трампа лидеры в этом направлении работают, и в течение 2026 года случится очень много важных вещей на этот счет. Поэтому я просто спокоен, Америка не пропадет. Выступление Хексита, а потом Трампа перед генералами. Поразительная история. Во-первых, это все выглядело как какой-то перформанс, стендап. Хексит на разогреве рассказал такие вещи, которые вчера, вот еще вчера буквально, ну, условно, мы не могли себе представить. Значит, никаких инклюзивностей, вот этих там длинных волос, даже бород. Хочешь бороду, иди в спецназ. Там толстые генералы, это не про американскую армию, все должны нормативы сдавать, все должны быть подтянуты, гладко выбриты, и хочет демонстрировать
ну, мощь, да, даже внешним видом американская армия. Ну, дальше потом вышел Трамп, тоже, собственно, как бы насыпал потужности в Панамку и про ядерные объекты, и про подлодки, то есть не будем пересказывать. Остается два таких главных вопроса по этому мероприятию вчерашнему. Вопрос номер один по мероприятию. Значит, а как вообще Америка переживет вот эту смену идеологического курса? И вопрос номер два. Так а к чему готовится американская армия, раз так взялись даже за внешний вид солдата? Я вот замечаю, когда Трамп с Путиным жал руку в Аляске, вы так нормально о Трампе отзывались. Тут как только конфронтация, волна, вы говорите, насыпал потужности в Панамку, как бы небрежно так к Трампу. Конечно, не дай бог дойдет до того, чтобы проверить, кто сильнее. От России не останется мокрого места, но я не хочу до этого доводить, не хотел бы. Давайте просто пусть все договорятся, и мы не будем такие вещи в адрес друг друга отбрасывать. Что касается гендерных Нет, ну этих всех вопросов. подождите, но вы же согласны, что Трамп куражился вчера на мероприятии перед генералами? Абсолютно, но я не Когда у называю это тебя, насыпать подождите, потужности в Панамку. когда у тебя сидят люди, от которых зависит все, даже будущее планеты, у которых есть эта кнопка, которую как бы ты нажимаешь, но вылетает, потому что генерал. А он говорит, значит, не нравится вам, встали и вышли, выйди отсюда, разбойник, фактически говорил Трамп своим генералам. Ну, то есть, Нет. вам не нравится, что я говорю? Вы лишитесь должностей, выйдете с этого. И, короче, он с ними очень достаточно жестко. Он действительно, как бы, ну, сыпал потужность в Панамку. Он прям действительно разрывал этих генералов вчера. Практически дословно. У меня будет встреча с генералами, если кто-то из них мне не понравится, он будет уволен на месте. Нет, Что имеется в это виду? до. А на самой встрече, если вам не нравится, что я говорю, вы можете встать и выйти Да-да-да. отсюда, и лишитесь будущего и всего остального. То есть он дважды это сказал. Да-да, все правильно вы говорите. Значит, кроме Панамки. Значит, что это было? Это было опять-таки демонстрация силы. Если нецивилизованные люди хотят военным путем, они это получат. Что имеется в виду? Идеология. Если ты хочешь быть генералом с лишним весом, на словах только, если тебе не подходит то, что я делаю, я точно так же бы говорил генералом в Украине, если бы я был президентом Украины. А как? Что получилось по факту? Пока здесь приводили мужиков в юбке, трансгендеров в армию, Китай штамповал ракеты, Россия штамповала ракеты, боеприпасы, Китай штампует подводные лодки, самолеты, вертолеты, Китай невероятными просто цифрами, я видел, как все быстро летит. А здесь занимались ерундой. Теперь мы имеем то, что имеем. Россия воюет в Украине, на мир не очень-то охотно идет, Китай опять угрожает Тайваню, и 100% через 2-3 года Китай будет предпринимать попытку военного захвата Тайваня. И эта тема сейчас очень, ну, чуть ли не номер один в разговорах Трампа и Си Цзиньпиня, что тот фактически говорит Трампу, сдай мне Тайвань, и по всем остальным вопросам мы договорились. Вот что происходит. И сейчас Трамп должен наводить порядок, он должен оставить реально настоящих генералов, военные должны понимать, что происходит, и Россия с Китаем должны смотреть, что если они это захотят, они это получат. Но лучше к этому не доводить, для них же. М, Не за Украину, я имею в виду, не то, что за Украину, а в целом. Смотрите, а генерал Келлок это образ американского генерала? Генерал Келлах – это реальный генерал с боевым опытом, кстати говоря, с героическими поступками во время войны, в бытность там военным уже там, реально на поле боя. Я отдаю дань уважения прошлым заслугам генерала Келлаха, я обсуждаю его текущее заявление, текущее действие его дочери и все остальное. Я не знаю, олицетворение или нет. Генерал Келлах в команде Трампа, потому что он в команде Трампа еще с первого срока, и он один из немногих, кто его не предал. Если вы помните ситуацию после первого срока, когда все отказались, как от прокаженного, то генерал Келлах был одним из тех, кто остался. Я думаю, только поэтому он сейчас в команде Трампа, и чтобы давать вторую точку зрения. В отличие от Зеленского, Трамп многие точки зрения выслушивает и принимает решения, а Зеленскому нужна теплая ванна. Вот что происходит. Я почему задаю вопрос про генерала Келлога? Не создается у вас впечатление, что именно вот Келлоги вокруг Трампа сейчас и останутся только? Я имею в виду не как бы внешне, а вот именно с этой позицией. Поговаривают, что Витков уйдет. Что думаете, случится?
Думаю, нет. Думаю, нет. Я думаю, состав команды останется примерно такой же. Просто сначала был план А, потом план Б. Что-то работает, что-то не работает. Вот в последнее время они признали, по-моему, кстати, Келлах это сказал, что красные линии понятия мы не используем. А вначале использовали. А какие с Путиным могут быть понятия красных линий? Если договорился, он не выполняет. И почему Трамп говорил через 2 недели, помните, через 2 недели, значит, мы там примем решение, через 3 недели там вот это. Еще начали шутить, проводить параллели с вашим там одним гостем постоянным по поводу 2-3 неделях. Значит, если Путин не выполняет. Если бизнесмен, деловой человек, глава государства договорился с другим, то он как бы подразумевает, которого тем более давно знаешь, он будет выполнять. А он не выполняет. И поэтому было принято решение никаких красных линий, и мы будем действовать иначе. Поэтому и генералы, поэтому и так жестко показать намерения в том числе. Так, а Зеленский выполнил то, о чем он говорит? Ну, о чем Зеленский они начал... договорились? Нет, вначале он тоже не выполнял, и все там знают возможности Зеленского. Сейчас он пытается подыгрывать. Вот про Нобелевскую премию я видел там в теме стрима, значит, в названии. Вот это в том числе такая история идет. Он просто, ну, во-первых, оцените умственные способности. Вместо того, что если даже ты хочешь подыгрывать, то подыгрывать с самого начала. Без скандала в овальном кабинете. Они только сейчас додумались, давайте будем на Нобелевскую премию после Алиева, после Пашиняна, после Нетаньяху, после всех на свете. Я могу с этого только посмеяться, смешно смотрится. В душе ненавидят, я это знаю, а там инициируют Нобелевскую премию. И так мне там память даст скороход приходит, я уже не могу разобраться. То она выступает против Зеленского и его действий, то я вижу и одной из инициаторов по поводу Нобелевской премии Трампу. Ну, короче, не знаю. Ну так, действительно все переплелось, понимаете? И точно так же переплелось с этими, там, кто русский, кто прорусский, кто украинец, кто проукраинец, кто про Зеленского, кто против. Все вот сейчас перемешалось, и определенный сумбур пошел, потому что нет конкретной ясности. А вы как думаете? Вот сегодня там несколько заявлений сделал Песков по поводу в том числе и переговоров. Венс на выходных, да, в воскресенье это была информация, он выходил на телевидение и говорит, что типа Путин отказался. Ну, то есть дальнейших переговоров, а ему было предложено там встречи в двухстороннем формате, в трехстороннем формате. Москва сейчас говорит устами Пескова, что это как бы Зеленский не горит желанием переговоры проводить, поэтому, собственно, и ничего и нет, и все сейчас на паузе. Вот как вам видится, задача вот этой чехарды, которая сейчас происходит, ну, волна чехарды, которую запустил Трамп персонально, да, она сейчас, многие там, кто говорит, попереобувались, кто там изменил свою точку зрения, кто не изменял, кто просто говорит чушь, потому что надо что-то говорить. Это все-таки для того, чтобы запустить переговорный процесс, тот, который мы там в Стамбуле заступорился, или какой-то другой, или это не про переговоры вообще, а если тут ключик вот в этом посыле, что а давайте-ка Путин и Зеленский сядет и поговорят, ну вот, мы сильные, так бы они трубки не брали от нас, а мы сильные, Соединенные, это близко к тексту Трампа цитирую, поэтому мы способны усадить Путина и Зеленского за стол переговоров. Сразу же возникает вопрос, чтобы что? И какой план, какой следующий шаг? Информация очень быстро устаревает, но то, что я знаю из последнего по поводу выступления Венса, вроде как камень преткновения в том, что если Украина идет на обмен территориями, Зеленский, компромисс, а в чем тогда компромисс от России? Вот в чем вся история. Ну, я говорю, информация быстро устаревает, может я сейчас не прав, но вот было так. Касательно всего остального, вы говорите, перемешалось у всех, меняют точки зрения, кто-то переобулся. Я лично таким не страдаю целенаправленно. Я понимаю действия Трампа, но я и понимаю, чем это грозит дальше. То есть накачивать Зеленского потужностью, это очень плохо для Украины и для украинского народа. Я сейчас скажу страшную вещь. Если Зеленского так перекачать потужностью, то в принципе миллионам украинцев будет все равно на исход, потому что они не собираются жить ни при русском мире, например, как я, ни при суперпотужном Зеленском, который будет издеваться над Украиной, диктатуру там устраивать и авторитарно управлять.
Поэтому им тогда уже, ну, мы тогда поехали. Откроются те, кто уже уехал, кто там еще. Мы уедем просто. А вы тут накачиваете потужностью, непотужностью и все остальное. Но Саша, я знал, что так будет. Я это говорил. Кто-то верил, что с Путиным пожали руки и завтра он пошел выполнил? Конечно, нет. Я в каждом эфире говорил, выпьет всю кровь, вытрепает все нервы. Почему, говорит, с Зеленским легче договориться? Потому что на него очень много рычагов давления. На самом-то деле. Просто Трампу их сейчас не надо включать. Важный момент, я считаю, в этой связи. Ну, как бы вы не ответили на варианты, то есть, да, по поводу встречи трехсторонней, по поводу Стамбула, его похоронили Очень длинный был окончательно. вопрос, да. Это делается для переговоров. В чем был? Это делается для переговоров. Насколько я знаю, Лукашенко там просто из штанов выпрыгивает организовать решающую встречу в Минске. И эти переговоры идут до сих пор. Поэтому я в последнее время склоняюсь, мне вчера там на эфире задавали вопрос, я раньше верил больше Вена-Женева, сейчас я больше склоняюсь реально к Минску. Плохие ассоциации с Минском. Один, Я два. не живу ассоциациями. Знаете, все всегда упирается в людей, в их действия, а вот этот символизм, я как-то к этому равнодушно отношусь. Не воспринимаю очень серьезно. Будапешт тоже там пытались проводить. Такие очень странные моменты мы наблюдаем с выборами. Значит, есть прям как-то инсайдерская инфосотка, что все, сегодня 1 октября, все вот эти штабы сворачивают, никаких выборов. Зеленский, как бы он, простите за бедность речи, отперделся, сказал, что будет перемирие, будут выборы, мы готовы. Мы вот, пожалуйста, закончится война, и я уйду вообще, он такое сказал. То есть, ну, с языком он может говорить, там все что угодно. И вроде как вот инфосотка, все. То есть выборов, никаких выборов, мы вот будем бить по Москве, по нам будут бить, нас отключать от электроэнергии, и мы будем отключать от электроэнергии. Ни одного безопасного места на территории России, все очень мощно. Однако вот тоже 1 октября мне подписчики из Измаила, причем реально человек вышел на улицу и сфотографировал сам на свой телефон, прикручивают новенький, свеженький, вывеску свеженькую, такой этот баннерочек, ну, который... Раньше там были магазины со стиральными порошками, ну, там, бытовой химии. Нету сейчас этого магазина, в жилом доме прикрутили «Слуга народа», офис партии. Так, погодите, с 1 числа ничего, ну, как бы все, выборы проехали, теперь никаких выборов. Он вроде как для своих западных партнеров, друзей, кураторов сказал, что он готов на выборы, но и отменил эту тему. Так а зачем прикручивать в Измаиле эту вывеску? То есть, вообще эта тема очень интересна. Рейтинги штампуют, конечно, и к ним можно по-разному относиться. Вот Железняк, Нардеп сегодня опубликовал, что опять там, если во втором туре будет Зеленский и Залужный, короче, побеждает Залужный, и вот этим носят с этими графиками. Что вы думаете по поводу выборов? Отказался Зеленский от них, а это просто рисуется, делает вид, или он делает вид, что отказался, а на самом деле у него есть четкий, ну, дедлайн или срок, или какая-то установка, что они должны пройти? То, что он сказал в интервью Axios, это была игра на публику, политический трюк для того, чтобы погасить волну вот эту против него, показать легкость, которой я не держусь. Я вообще ухожу, только давайте закончить войну, я ухожу. В это никто, конечно, в здравом уме не верит. И по поводу 1 октября вы говорите, я знал, что в этом году ничего не будет еще в мае месяце, а сейчас это уже можно точно утверждать. 90 дней по закону, вы понимаете, до начала выбора, вот даты объявления, это как раз 1 января, ничего не получается. Но есть и другие слухи из офиса президента, что они готовятся к выборам на весну 26 года. Я не знаю, каков план, типа будем продолжать войну и как-то там сделаем, что я мало себе представляю, потому что они все время кричали, как это во время войны выборы невозможно. Либо они знают, что все идет к каким-то договоренностям, и Трамп требует выборов. Потому что Трамп, каждый раз они сюда приезжали, он и публично подкалывал, кулуарно это всегда была тема. Ты должен провести выборы, ты должен получить мандат от народа или не получить. Вот такой идет разговор. Насколько я знаю, они готовятся. По поводу Измаила, вот этого вот штаба, или пункта агитационного, как это назвать. По всей Украине мне присылают мои подписчики, и постоянно им в почту приходят газетки «Слуга народа». И давайте не забывать еще один момент, который тоже месяца 3 назад мне рассказали, я об этом даже, если честно, как-то не подумал. Значит, если ему скажут, ты не идешь в президенты,
Хорошо, я не пойду в президенты. Но что ему мешает провернуть трюк, такой, как провернул Порошенко? Лидер фракции баллотироваться, ну, лидер партии и фракция зайти в парламент. У нас хватит дурачков, которые могут их завести в парламент. Я про тех, кто будет голосовать за вот это вот все. Я и такое не исключаю. То, что этот человек одержим властью и политикой, для меня совершенно очевидно. Он не собирается отдавать власть, он всегда подкалывает вроде Лукашенко и Путина, вот они там по 25 лет правят, старые люди разговаривают. Ты же таким же, ты же идешь по этому же пути, только с опережением графика. Поэтому это все очередная просто подлость, лицемерие. Сегодня знаковый день для Украины. Сегодня у нас добавился один бригадный генерал и тоже фигурант списка рейтингов президента Белецкий. Бригадный генерал корпусом командует, представляете? Так вот, если оглянуться назад, ну, те, кто следит за украинской политикой давно, да, конфликтно, трансвоенно, то есть не привязываясь там к военным действиям на Донбассе с 2014 года, к военным действиям вот это вот сейчас, но это такой неистовый просто взлет. Плюс золотая звезда покладу из СБУ, тот, который там душил, хватал, в общем, работал на износ, что называется. И против которого тоже есть что сказать тем же, ну, условно, нельзя так сказать, что прям ставленником Запада. Ну, давайте я употреблю этот термин по отношению там НАБУ, да, по отношению к людям, которые там стали работать в этой структуре благодаря Соединенным Штатам Америки. Ну и, конечно, раздал пачками пачку городов-героев. Орехов вдруг стал там городом, ну, героем. И Купянск, 2/3 которого сейчас, собственно, не подконтрольны и в руинах. Скажите, понятно, что Зеленский, он всегда любит праздник. Он 100 тысяч праздников провел, дней рождений, похорон, разного рода, ну, как бы мероприятий, крестин, дней рождений собаки, то есть там и всего остального. У богатых людей этого мира. Но давать День города, город-герой Купянску, который вот-вот будет потерян, давать достаточно сомнительной фигуре в СБУ звезду героя и поднимать до бригадного генерала Белецкого, ну, это уже какой-то верх. Вот такое ощущение, что, знаете, вот там есть такое выражение, чем ближе конец империи, чем как бы глупее у нее законы. Точно так же и эти действия можно расценить. Это вот как вот перед смертью не надышишься. Что скажете по поводу сегодняшних назначений, решений и указов Зеленского? Честно говоря, об этом всем узнал от вас. У меня утро, видимо, не успел всю ленту прочитать, но я могу вам сказать, это все очень легко объясняется. Значит, по поводу Купянска, это понты перед людьми. Я все время вам говорил, Зеленский совок, и он поступает так, как поступали коммунисты. То есть на белое сказать черное, вот такое вот сделать, это Ермак также точно, у них такой менталитет, они так живут. Это для людей. Покладу, потому что он без поддержки СБУ, естественно, не может остаться. Это как бы спецслужбам угождать. Без привязки к личности Поклада, любой там на его месте, я сказал бы то же самое. Про Белецкого, ну радикальные националисты, которые, возможно, связаны с чем-то типа USAID или Сороса, откуда-то же есть финансирование, откуда-то же люди появились. По биографии, если посмотреть, многим одни дня нигде не работали. Сейчас, получается, как-то же это произошло, это же не фантастика, не чудеса, это же как-то происходит. Опять, без привязки к личности я могу там 6-7 фамилий назвать, по которым есть там разная информация. Это все. Теперь, то есть, с СБУ у меня хорошо, с радикальными националистами или профессиональными радикальными националистами все у меня хорошо, а людям Купянск. Но вечер будут дроны и ракеты. И все. По Украине, к сожалению. Ну, передают сейчас, мы в прямом эфире, 17:44 сейчас по Киеву, и буквально там около минут 40 назад выключили свет в городе Славутич, это на севере Киевской области, Киевская область. Стало известно, сообщил мэр города, что город полностью остался без света, потому что прилетела по подстанции. Соответственно, мы будем наблюдать вот этот блэкаут. Все-таки выгоды от вот этого блэкаута для Зеленского, они политически, имеется в виду, неоценимы. Опять демонстрировать Западу, смотрите, как страдает украинский народ, какие варвары против нас воюют, там
люди замерзают и так далее, и так далее, и так далее. Плюс еще это очень хороший повод возродить вот эти пункты несокрушимости, да? И люди же сами пойдут в эти пункты несокрушимости. А возле каждого пункта по ТЦКшнику. И нормально. И как бы вот в такой выигрыш, да, из этой мутной рыбки. Вот такая стратегия катастрофы видится на ближайшее время. Вы как оцениваете, ну, долгосрочность вот этих, ну, притязаний? Потому что люди, они, конечно, ну, терпят долго, но ничто же не железное. И, например, там ТЦК уже сейчас повсеместно дают отпор, как могут, и там, где есть скопление людей. А где не могут, ну, не дают отпор. Но, тем не менее, люди, попадая куда-нибудь, они бегут с этих учебок, уматывают с передовой, они нарушают закон. Это неправильно, но они там и не должны были оказываться. Коррупционная составляющая сумасшедшая в этом процессе. Это еще один повод заработать денег. А можете понять, а на что зарабатывает деньги Зеленский? Да я даже об этом, если честно, не думал и не хочу его деньги считать, даже пусть это не заработанное там, или заработанное на войне, можем это назвать. Я не знаю, я знаю, что люди такого плана, как он, не только в деньгах, во власти, во всем, они просто-напросто не могут остановиться. Я не помню, или Политико, или Экономист же писали, что и кто-то из окружения характеризовал его, что он поверил в судьбу. Понимаете, что имеется в виду? Он однажды проснулся, я избран Богом для важной миссии. И поэтому, если там парочку миллиардиков прилипнет ко мне и к Ермаку, это мы так условно говорим, то ничего страшного, это же во благо миссии. И вот так, я хороший же человек. И вот так он себя успокаивает. И такие же люди, как он. Я думаю, и Путин точно такой же считает, вот я просто тоже особенный человек, и у меня важная миссия. И вот так один там думает, а другой там думает. До конца года война закончится? Нет, может начаться серьезный спад активности боевых действий. Ну, без В конце официального года. перемирия там или Да, каких-то... конечно. Да. В 2025 году этого точно не будет, в 2026 вот это как раз в начале, первый, ну максимум второй квартал, по плану так оно должно быть. Ну, спад военной активности, это спад финансирования, спад ресурсных возможностей, спад денег и кэша в Да, офисе президента, безусловно. да. А там уже могут, сказать, и выборы проводить, и ребята. Весной. Э, Если не Зеленский, то кто? Я не буду вам называть фамилию. Почему мы даже не можем с вами гадать, почему. Вы же мне не можете, и я вам не могу гарантировать, какой будет избирательный процесс. Условно, такой как в Молдове хотя бы, когда для меня противную, но вторую силу ей дали баллотироваться, и все происходило как-то там. Ну, плохо А здесь я в происходило, этом... да. Что-что? Ну, плохо происходило. Плохо происходило, но хотя бы как-то, ну они же тоже немало набрали, вот эта там пророссийская партия с Красной Звездой. В Украине я не верю даже в такой расклад. Я думаю, в Украине, то что сейчас в Молдове, это супер демократией можно назвать. Поэтому тут гадать, кто придет, я точно против Залужного. Залужный это тоже то же самое USAID. И если он побеждает, то в команде придут все USAID. И это мы опять там, где начинали 10 лет назад. И, короче говоря, тогда просто бессмысленно вот это все выходить в эфир, лично для меня, и обсуждать. А если мы говорим по-настоящему, то всплывут фамилии, которые многие люди сейчас даже не ожидают увидеть. И поверьте мне, это опустит рейтинг и Зеленского, и Залужного, и всех, кого там сейчас рейтинги ставят, это все просто смешно. А если хотят вообще радикальных людей привести к власти, вы понимаете примерно, о ком я говорю, то тогда тоже не о чем говорить. Тут все очень просто. Вы говорите, люди там где-то возмущаются. Да, одиночные прострелы есть. Но для такой большой как страны, как Украина, я считаю, это полностью покорная нация, которую подавил диктатор Зеленский. Это как я понимаю жизнь и ситуацию. Может, у кого-то будет другое мнение. Да, там всплыло, там всплыло, там всплыло, но в больших масштабах это ничего. И я думаю, буду терпеть и блэкаут, и все остальное. Я не говорю, надо выходить на улицы. Меня, знаете, что тревожит и беспокоит? Очень высокий процент людей даже в частной беседе не могут отличить белое от черного. То есть вот это хорошо, а вот это плохо. Они верят в какую-то сказочку, в каких-то пропагандистов по-прежнему, в пропаганду, кто-то в большей, кто-то в меньшей мере. Но так, чтобы однозначно, нет, это все идет не туда, и нужно совершенно другое.
Это невысокий процент людей может сказать. М, Понимаете, в чем дело? По поводу пропагандистов. Но ведь это тоже... э, я уже считаю, что ну, уже приелось и набило оскомину. Ну вот, например, выходит Гордон и говорит о том, что Россия не сможет удерживать оккупированные территории. Вчера, кстати, такие два очень интересных дня было. Там годовщина референдумов, которые Россия провела на части Херсонской, Запорожской, и там присовокупили, понятное дело, туда же ЛДНР, ну и как бы сделали день объединения такой, да? Мгм. Это один день. А второй день это Бабий Яр, расстрелы, да, то есть День памяти. Зеленский очень скромно, одной строчкой, что-то там пришел, возложил. Ну, это такие два просто исторических дня. И когда вот люди, они вот пытаются понять, ну, то есть эту суть этой пропаганды. Он говорит, что не хватит сил, чтобы удержать оккупированную территорию. Там, мол, груды щебня и камня, то есть это вообще никому не надо. Логики вообще в этом нет. Но в то же время, по логике Гордона, да, то есть Россия-то все равно идет вперед, они не останавливают боевые действия, они прям двигаются где-то быстрее, где-то медленнее. Днепропетровская область, о которой все молчат. И говорят о том, что вот сейчас вот Россия развалится. И вот это люди хавают, там счетчик у Гордона тикает, популярности, узнаваемости, он давай, там все, мощь, супер. А по большому-то счету ничего ну, не меняется, не происходит и катится только в одну сторону. Вот как вы оцениваете, наелись пропаганды такой уже украинцы? Или когда вот, например, Гордон в очередной раз, и же с ними, это просто как пример, таких много. То есть это не потому, что там я тут, с Елисевичем сидим и Гордона обсуждаем. Нет, таких много, которые говорят, что смотрите, они живут там в глубинке, в России, в бараках, туалеты на улицах. Ну это же любят вот это пропагандисты. У них там ничего нет, они там сыпятся, инфраструктура. Да елки-палки, вы видели Одессу вчера? Это же позор. Это же позор городской власти, это позор инфраструктуре. Да, там двухмесячная норма осадков, никто не справился бы, да, но таких последствий бы не было, если бы у тебя прочищены были ливневки, если бы ты смотришь на прогноз погоды и понимаешь, ага, а тут надо немножко заградительные какие-то мешки, то есть работать надо. А у нас инфраструктура и от этой Одессы тоже там вроде как прилизана по центру, ну а в глубинке там же черти шо. Ну вот в глубинке. То есть там оно осыпается, вот этот культурный фонд, вот эти все дома, то есть они рушатся. И плюс еще вот такая, ну вот история. А мы все на Россию пеняем. Когда украинец наестся вот этого и пытается заглянуть к себе в водопроводную трубу, в ливневку, в сток, не знаю, там, под крышу, ну и так далее, и так далее. Ну, всерьез обсуждать людей, которые... Вы видели его превью к видео? Мне же люди постоянно присылают. Вчера там было все, томагавки дали, они полетели по Москве. Кремль в огне, Путин умер, там 55-й раз. Ну, каждый день по 20 раз. Серьезно обсуждать я не могу. Спрашиваете вы, накушаются ли этого люди, украинцы? Нет, точно так же, как и россияне. И работа каждого пропагандиста обсуждать не свою страну, как это делаю я, а обсуждать как раз другую какую-то страну. В России это Украина номер. Они точно такое же обсуждают про Украину и про Америку. Про загнивающий Запад, как они говорят. А в Украине обсуждают Россию. Поэтому Скобеева-Соловьева равно Гордон. А Гордон равно Соловьев-Скобеева. Вот и все. Тут обсуждать, что всерьез будут есть это годами, Саша. Если вы это спрашиваете, 5 лет, 10 лет, 20, будут это есть. Таков уровень гражданского общества, не знаю, образования, самоуважения, а главное свободолюбивости. Вот свободолюбие. Я этого не вижу. Я вижу, что нужен хозяин. Тем нужен хозяин, и этим нужен хозяин. Свободно они жить не могут. Для них это плохо, задыхаются от свободы. Сегодня пришли кадры из аэропорта Тель-Авива. Там украинский транспортный самолет Ан-124 загружают контейнерами. Есть предположение, вот, Clash Report, ну, это агентство, которое Да, я там, знаю. ну, может, люди не знают, не обращают внимания, они там первые фотографируют, снимают видео, то есть это такое международное агентство, и, в общем, загружают туда снаряды для патриотов.
вроде как ПАК-2. ПАК-3 это типа современнее, ПАК-2 это то, что там, да, Мгм. для патриотов в Тель-Авиве. До этого вчера были такие достаточно многочисленные полеты военных грузов тоже в Израиль. Некоторые даже, ну вот там же Газа, да, и переговоры с Хамас. Хамас пока ответа не дал официального на 20-21, у Виткофа 21, Трамп вроде как 20 пунктов, ну, на вот эти пункты перемирия. Витков, который, ну, не знаю, уйдет, не уйдет, посмотрим, может, утку запустили глобалистские медиа, которые работают против Трампа. Он сказал, что если удастся достичь вот этих соглашений с Хамас в Израиле, это позитивно отразится на достижении мира в Украине. А вы как считаете? Да, однозначно да. Однозначно позитивно отразится, если это произойдет. Я хотел бы, чтобы это произошло. По поводу ухода Виткофа, категорически не верю. Категорически не верю. На нем очень много завязано. Наверное, больше, чем на ком бы то ни было в команде Трампа. Конечно же, это строится на личных отношениях, они близкие друзья в жизни. И Трамп бы не навешивал, в хорошем смысле слова, столько на человека, который там вот так могло произойти. Нет. И колоссальный объем работы он выполнил и по Израилю, и по России. Ну, они же не могут за день что-то кого-то заставить, я в плане Путина. Вот пошел процесс принуждения. По Хамасу все будет легче, я так думаю. Если они сейчас это не принимают, тогда их просто не будет. Ну, мы же можем подойти в украинском вопросе к таким условиям. Или и идем ли мы к этим условиям, что если там не принимает условно Украина, ну или давайте гипотетически Россия, то их не будет. Конфликты многие сравнивают как конфликты непреодолимых противоречий. Я знаю, кто это говорит, и я с этим тоже категорически не согласен. И мы не можем так говорить про Россию, потому что в России есть 6 тысяч ядерных боеголовок, или 5, сколько там. Ну, короче говоря, очень много, столько же, сколько в Америке. И поэтому мы так не можем говорить про Россию, к сожалению, для меня. И поэтому, кстати, Трамп сейчас занимается очень сильно вопросом денуклеаризации, и многие думали хихихаха, а с Китаем идут серьезные разговоры по этому поводу. И к России очередь, дай бог, придет. Слабо верю, конечно, но хотелось бы. Поэтому нет. А Украину тоже никто не даст уничтожить. Ну, вот так я слышал, еще раз говорю, кто это сказал у вас в эфире, в частности. Мне присылали этот фрагмент, что в Газе с Израилем будет вечно и ничего не даст, и в Украине неразрешаемый конфликт. Нет, разрешаемый, на мой взгляд, и там, и там. Конечно, Ближний Восток сложнее, я признаю, это в историческом во всем характере. А здесь у нас просто дурость в нашем регионе. Да, друзья, подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. С продолжением войны на этом этапе Зеленский получит большой. Вот такие результаты. 13% куш, 17% кукиш, 31% запас времени, ну и 39% это крах. Большой крах. В общем-то, чуть-чуть больше, чем запас времени. Хотя одно другое не исключает, безусловно. Что скажете? Конечно. Согласен, не исключает. Не исключает. Но я за запас времени, все-таки это основное, я считаю. Да, Зеленский выигрывает время. Давайте несколько вопросов от нашей аудитории, которые там оставляли заблаговременно, и вопросы, которые там непосредственно будут звучать в чате. Уже можно писать в чате свои вопросы для Дениса. Денис, ваш тезка, Денис Смирнов. Ваше мнение, сколько еще осталось у Зеленского времени руководить Украиной? И есть ли шанс, что до Нового года он каким-то образом покинет пост? Спасибо. Нет, многие люди хотят и так понимают вопрос, с него уже власть снимают слоями. Вы видите, как Ермак притих? Это почему-то люди не хотят замечать, это же не просто так произошло. С него власть слоями, под ним подпиливают ножки стульчика, и рано или поздно эти ножки сточат полностью, спилят. Поэтому руководить он будет, я думаю, до весны. Останется в кресле, а будет уменьшаться степень его влияния. Угу. Значит, Александра, такой
такой грозный комментарий у нее. Значит, заявление Трампа о самой мощной армии мира, с учетом ее склонности цепляться за шасси вертолетов и многолетней борьбы с плохо вооруженными противниками в сланцах и позорного бегства, несмотря на триллионное вливание в армию, выглядит скорее смешно, чем впечатляюще. Получается, первые лица Кремля постоянно говорят продолжение переговоров с согласованными условиями на Аляске. Лукашенко предлагает согласиться на эти условия, а США и Украина ноль внимания, и в итоге виновата Россия. Вы серьезно? Получается белое и черное в каждой мысли. Во-первых, не США против, а США не может согласиться на то, что даст мощные козыри Путину, и как бы это будет выглядеть так, что США проиграла. Вот что не может допустить США. США все понимает, и Зеленский, я говорю еще раз, его прогнут под то, что будет нужно, под настоящий компромисс. По поводу высмеивания американской армии, вот в этом весь русский человек. Вы приедете в Америку, Александра, посмотрите, как живут люди, которые не помешаны, хотя они, безусловно, в этом лидеры, но не помешаны на милитаризации и строительстве ракет. Потому что могут произвести iPhone, который наверняка вы пользуетесь, Александр, в том числе. И собирают его в Китае, да. Ну и что? И что? Это называется капитализм. Я в этом ничего такого не вижу. Нет, ну смотрите, как живут люди и армия, это все-таки две большие разницы. Ведь на самом деле, конечно, я с вами в этом ключе не обсуждал эту ситуацию, а, ну, чтобы, опять-таки, да, немного вступиться за Александру, да, смотрите, ведь Хексит, вот если так очень объективно, сухо и вот так послушать и услышать Хексита, он с этими реляциями, что мы там мощные, мы самые крутые, он фактически размазал вот этот миф об американской армии с этими всеми трансгендерами и этими инновациями, которые привнесли вот эти демократы за последние там, сколько, 1,5 десятка лет. Он размазал демократов, он не размазал американскую армию. Он размазал демократов, прошлый подход, и вместе с Трампом однозначно дали понять, этого больше не будет. Будет строиться настоящая армия, и многое изменится. Для того, чтобы не произошло то, что мы с вами сегодня обсуждали. Здесь юбки, а там ракеты, и все строится очень быстро. Но еще раз хочу сказать, возвращаясь к Александре, нужно дать что-то цивилизации, людям для жизни уметь построить. А где это собирается, второй вопрос. Бабки заходят в итоге туда, куда надо, на тот счет, куда надо. Я в плане корпорации Apple и всех остальных. А что дала Россия миру? Что она построила для жизни человека? У вас, Александр, ничего нет российского. Вообще ничего, я уверен. И после столько Западом. Точно так же, как и я. Но я это признаю и восхищаюсь этим. А вам это не нравится. Не, вопрос был про армию, подождите, нет. Нет, женщина сказала, что вот они красуются, у женщин только милитаризация, вот ракета пострашнее. Северная Корея вообще кошмар. Но там есть очень страшная ракета. Видели беспилотник какой? Ух! Ким Чен Ын. Ну, видите, беспилотник, ракета, еще что-то, да. Но жизнь для жизни человека. Вот поэтому одна страна для жизни человека, а вторая человек для страны, для государства. Виталий, добрый день, Александр и Денис. Вопрос. Можно ли сказать, что в борьбе с демократией, стоящей на тоталитаризме и тоталитаризма, прикрывающегося демократией, победила тройка глобальных инвестиционных фондов? И все. Заранее спасибо за ответ. Это параллельные процессы. Нельзя говорить, тот победил, тот проиграл. Это параллельные процессы. Автократы строят автократию, фонды наверняка типа BlackRock подразумевается. Они делают свое дело, и все это вместе сосуществует. Оксана Бондаренко. В утреннем видео, Денис, вы утверждаете, что войны провоцируют Путин и Сорос, игнорируя при этом признание США о финансировании Майдана на 5 миллиардов долларов, слова Рубио о прокси-войне с Россией, активные поставки оружия во время первой каденции Трампа, а также развертывание баз в Очакове и биолабораторий. Вы считаете, что эти действия США не являются провокациями или это другое? Интересно, как отреагировали бы Штаты, если бы Россия начала строить военные базы и биолаборатории в Мексике? Все тезисы, русской пропаганды человек собрал в одно, но я к этому готов. Значит, в этом и проблема, я все время подчеркиваю. Говорят, США, Сорос. Я же объясняю, нужно это разделять. Вот тогда было такое США, сейчас другое США. Майдан организовал USAID и Сорос, что по сути одно и то же. А люди говорят США, да, та администрация, нужно говорить тогда, та администрация.
Да, Украина прокси в этой войне. Но я хочу женщину наверняка нас России успокоить. Россия тоже прокси в этой войне со стороны Китая. И Китай тоже, не тоже, а Китай номер один, с которой сейчас тоже не согласен на мир в Украине. Потому что им нужны дешевые энергоресурсы с России. Это причина номер один. Так что успокойтесь. И Украина прокси, и Россия прокси. Та задает вопрос. Здравствуйте. Как вы думаете, если все идет к концу, то зачем со всех углов запугивают людей, что война будет вечной, даже если мир, военное положение не снимут, мобилизация продолжится? Зачем? Так это же и есть ключевое. Даже если будут идти боевые действия на спад, и очень серьезно, Зеленский хочет продолжать диктатуру. И они сейчас уже ищут в законе, как бы все так перемудрить, как бы война на бумаге идет, в жизни не идет, но диктатура продолжается. Закрытые границы продолжаются. Не знаю, как там с мобилизацией, но как? Вы что, хотите в один день? Были заявления, что нужно будет армию там держать какую-то там. Ну вот видите, Да. да. Поэтому, конечно, они так хотят. Если кто-то думает, что вот все закончилось, свобода полная, это для них страшный сон. Они понимают, чем это закончится для них. Ни в коем случае. Значит, уточняет тут нас пользователь, это чат трансляции уже, сейчас улетел вопрос, значит, уточнение, что Витков все-таки временная должность, то есть, поэтому тут как бы у него временная должность, поэтому он, когда он закончит то, что Трамп скажет, то тогда все как бы Ну, конечно, можно спецпредставитель, конечно, под определенной задачей. да, поэтому тут, вот смотрите, ну, спасибо большое, кстати, улетел просто пользователь, спасибо, что уточнили, это прям очень важно, потому что как там разгоняют, уволили Виткофа, все, он просто, у него есть задача, он поехал, решил, все, он может быть свободен. Это не должность даже Конечно. в понимании какой-то должности. Ни министр, ни глава администрации, тут не о чем сравнивать и говорить. Жизель, вопрос. Денис, почему лучше договариваться с Зеленским, если ему, по вашим же словам, верить нельзя? Его можно прогнуть, и на него можно много... и на него много рычагов давления? Спасибо. Много рычагов давления. Я человеку объясню. Представьте, сейчас убрали, вот так взяли, бросили компромат и убрали Зеленского. Кто приходит на место Зеленского? Это процесс, это работа. Шило на мыло не нужно менять. Буду говорить уже правильно, так, чтобы люди понимали. Администрации Трампа не нужно менять шило на мыло. Для того, чтобы поставить человека, помочь прийти человеку, который будет в адеквате, нужно время. Это не делается за 2 недели. Поэтому сейчас принято решение работать с Зеленским. Так, значит, ну, понятно, почему Россия может сделать танк, а машину хорошую сделать не может. Ну, скажем так, такие моменты. Это к вашим репликам, да, о том, что для жизни. Александр Васьковский, значит, уточняет или подлавливает. Трамп же говорит, что это не его война. Как он может ее проиграть? Или все же его война и может проиграть? Нет, не может проиграть. Это называется сложная политика, сложная геополитика. Но вы же говорите, что он, ну, чтобы не дать проиграть Америке в этом всем, в этих договоренностях, чтобы Россия укрепилась, поэтому не может этого Трамп не проиграет, поверьте, Трамп не проиграет. Ни при каком раскладе. Ну, это сложно человеку объяснить, если он как бы за всем не следит. Не проиграет Трамп, не проиграет Америка. Вот в конце обсудим это, когда все закончится, вы увидите. Я человеку отвечаю. Боцман комментирует, говорит, спасибо гостю за интересную беседу, очень хотелось бы пожелать избегать уничижительных терминов, как совок и так далее. Это мелко и не солидно. Вот такой комментарий. Но, друзья, спасибо большое, что оцениваете. Это прекрасно. И пишите ваши пожелания. Это действительно интересно. А уже как прислушается, не прислушается гость или там... Я тоже не ко всему прислушаюсь, что мне пишут. Поэтому дело такое. Да, значит, долгосрочные контракты. Так, администрация Байдена, Трампа. Друзья, ну, смотрю, вам интересно здесь друг с другом переписываться. Да, тут и комментарии интересные у вас
Значит, Андрей Охлопков спрашивает, а кто же уничтожал производство в России в 90-е, намекая явно на Соединенные Штаты Америки и американский бизнес. Что вы на это ответите, Андрею? Что россиянам, простите меня, жрать было нечего, и Америка давала гуманитарную помощь, чтобы выжили люди физические. И такие, как Андрей, об этом очень быстро забыли. Если американцы уничтожали производство, по его версии, то как же тогда американцы допустили КГБшника Путина к власти? Вот он об этом не думал. Был дикий капитализм, взяли олигархи очень много. Оно получилось так, как случилось. Мы сейчас не будем возвращаться к теме залоговых аукционов и всего вот этого. Вот. Пусть этим занимаются россияне. Да, значит, э, тут тоже интересно, там, Александр, Денис, кратко выскажитесь, ведь очевидно, что Витков это осел с золотом, а Келлог это Булат. А сейчас Трамп их вдвоем запускает. Ну, это типа из поговорки, что осел с золотом города берет. И вот осла с золотом запустили в Россию, эти проекты, Северный путь, там инвестиции. А Келлог это вот меч, да? Кнут и пряник, осел и меч. То есть, что вы выскажитесь на этот счет? Ну, может быть, это для человека так для себя объясняет. Я даже в контексте поговорки не хотел бы называть Виткофа ослом. Это просто два разных человека, два разных направления, которые оба нужны Трампу, повторяют, для правильного решения. Но вы же видите, все равно Келлога отрезали в переговорах от многого. По сути, он только сейчас ездит в Киев и там где-то может публично выступить. Он же не присутствует за столом переговоров с Россией. А Витков присутствует. В этом большая разница. Ой, ой, мне так нравится чат, он так реагирует там на 90-е, там, когда вы сказали, жрать было нечего, сразу тут спрашивает ножками Буша, а корочками теми добили производство курятины и яиц на долгие годы, Россия потом была зависима от импорта много лет, в общем, и тут не такие американцы, и, в общем, Россию Да, добивали. понятно. Значит, вопрос Дениса. Он действительно думает, что открытие технологии делают президенты государства или строй? Все или почти все делают деньги. Пускай посмотрят, кто работает в Силиконовой долине. Я никогда не сказал, что это делает власть или государство. Я капиталист. Все изобретения делают предприниматели, которые сотрудничают с государством. Например, такие как Илон Маск и многие другие. И те, кто сейчас занимается разработкой супероружия сверхсекретно, это тоже предприниматели, в том числе из Силиконовой долины. Это вот как раз человек не понимает, видимо. День. Что такое деньги? $100 положил, на, разработай мне ракету. Это же люди делают. Сергей Хромов, вопрос. Почему Украина в качестве стратегии политической деятельности выбрала пиар и выдавание желаемого за действительное? Как, впрочем, в последнее время и США. Как вы думаете, почему? Украина, человек спрашивает, почему Украина? Украина, ну и да, как, А впрочем, и что США. Зеленский может, кроме пиара? В этом и суть. Страной он не может управлять в другом стиле, кроме как в авторитарном, в диктатуре. Иначе он просто не справится. Он другое не может. Просто физически не может, не способен. Точно так же и здесь. А это вообще фишка Ермака. Все хреново-прихреново, но ты выходи, говори, мы лучшие, мы реформаторы, у нас все замечательно, все будет супер. Это дана установка каждому их сотруднику так делать. Я это просто знаю. Кто Путина привел в семью, спрашивает Моша Израилевич. Кто-то из русских олигархов. Так, как при Сталине ВВП рос по 20% в год, Антон пишет. Иметь умный ответ, кроме бесплатный труд, получится или лучше не надо отвечать на этот вопрос? Антон Кузьмин. ВВП при Сталина рост по 25%. Да вообще все было так успешно. Только вот я, Антон, да, Антон, откройте американский фильм начала 80-х. И вы увидите кабриолеты с красными кожаными салонами, кондиционеры, приличные больницы. А я родился в самом конце 87-го года, и я помню еще те больницы советского образца. В начале 90-х они же такие точно были.
И не надо вот это вот, ну, просто чушь. И откуда вот столько злости? Что вы хотите доказать? Вот я в Америке не видел ни одного человека, даже демократа, который бы испытывал такую ненависть к России и к россиянам. Откуда эта ненависть к американскому, я понять не могу. Но я потом открываю канал Ксении Собчак, которая берет интервью у разных российских деятелей. Рэпер, полностью все содрано с Запада. Полностью копирует Запад. И одежда, и стиль, и все у него хочется, как у западного рэпера. У какого-то медийщика то же самое. Все Запад, все с Запада берется. Фильмы берут, суперсериал «Хомленд», американский «Родина», с Машковым уже «Родину» запилили несколько лет назад. Ну, ну, Запад проклятый, только мы без него ничего не можем создать. Ну, не совсем ничего тут, конечно, что Россия подарила, пользователь пишет миру, многомоторный самолет Илья Муромец, квадролет, вертолет, стала родиной первого велосипеда с рулем и Вертолет педалями. придумал Сикорский, украинец. Ну, смотрите, тут тоже вопрос, насколько он был украинцем. Согласен, Понимаете? согласен, да. Ну, Ну да. тут большой выбор. Поэтому в этом-то и трагедия вот этого, да, противостояния. И я тут, смотрите, можно соглашаться, не соглашаться по деталям, там, с вами, с вашими ответами. И люди это делают. И хорошо, что они пишут, и хорошо, Конечно, что они, хорошо. и что они обсуждают. Но главное, в чем можно согласиться, что в историческом измерении эта война, это тупо. Это тупость. Конечно, То есть конечно. делить сейчас Вернадского, Грушевского, академика наук СССР, понимаете, и вот это вот все перекраивать и отрекаться от того, что было с вами буквально 100 лет назад, и называть этих великими, и так вот закрывать глаза на их там принадлежность там, к Российской империи или к Советскому Союзу, и потом хотеть чего-то добиться, а потом мы рисуем, простите, пожалуйста, это я когда позавчера или не вчера, в Шуме показывал этот... В Тернополе, в селе, директор музея нарисовал черный вареник. Картина «Черный вареник». Ну, черный квадрат мале, а у него черный вареник. Я понял. Яка сумна доля українська, понимаете? Это черный вареник. Поэтому надо идти вперед. Вот с этим можно согласиться, а не вот это вот мять. Полностью согласен. Только один еще добавлю одно. Подавите в себе желание навязать кому-то ваш образ жизни. Вот то, как живет Россия, Россия мне не нравится. Ну, кроме Москвы и Питера. Но я же не лезу туда, не говорю, а вы вот так делаете. Живите, если вам нравится. Не лезьте к соседям, не стреляйте, никого ничего не принуждайте ни к чему. И все, и все. И пусть каждая страна живет так, как она хочет. И воевать тем более не надо. Нравится им Сталин, считают был рост ВВП, да на здоровье. Только не навязывайте это, не ходите с этим, ненависть не продуцируйте. Очень, кстати, хорошая история, как с зеленой повесткой, вот этих небинарных, точно такая же, как бы абсолютная вещь. То есть Да, тут да. мы можем Но с вами это, согласиться. да. Но это не Америка, это дело конкретной администрации, это делали глобалисты. И это не имеет ничего общего с ценностями западной цивилизации. Это просто навязанная повестка дня. Ну, И давайте, в Америке это не нравится. да, давайте закончим на этом вопросе. Это, кстати, хороший вопрос. Вот пользователь Адуванчик. А что означает адекватный президент для Украины? Что должен поменять? Ну, если коротко, все. Украина должна быть чисто капиталистической страной, с максимальным уровнем свобод личности, экономических свобод, с нижайшими в мире налогами, со свободой слова, с выборами. Вот мне не нравятся некоторые гости вашего канала, я считаю их пророссийской повесткой. Ну, например, Артем Дмитрук. Это не в оскорбление, это просто для примера. Но я говорю, на него не надо накладывать санкции, его не надо никуда выгонять. Пускай такие люди будут тоже в политической жизни. И мы их будем побеждать в дискуссии, в дебатах. Вот в чем разница. А USAID таких людей, например, так как я, хочет отрезать, а Путин тоже хочет отрезать. Вот интересно получается. В конце концов, глобалист и Путин действуют одними и теми же методами. Узурпация власти, отсутствие свобод, отсутствие выборов. Ну, вы знаете, вот это вот сегодня новость пришла о том, что в США тоже живет российский писатель Дмитрий Быков. Угу. Его с него приговорили там заочно, он там не исполнял функции вот иноагента, там плашки за это, и за то, что там был удар по населенному пункту Гроза, это когда россияне ударили, по-моему, там в Харьковской области похороны были, это и был удар. И он как бы этими своими комментариями дискредитировал российскую армию. И они его там все там пососудили и так далее. А вот так вот, если разобраться, слушайте, ну,
адекватно давайте посмотрим. Ну, есть Быков, да, есть этот писатель. Да, он уже сбежал. Он не угрожает ничем сейчас России в том виде, в котором на этом этапе войны она, вот, может, в 22-м бы там чем-то там, да, вот эти хорошие русские, вот это когда был какой-то тренд. Но, тем не менее, а, его догоняют, и, ну, то есть, люди, получается, не хотят жить. И это касается и наших тоже, точно так же, то есть, да, и вот вы говорите, там, мне там гости не нравятся, еще кто-то не нравится, но, тем не менее, мы с вами провели отличный эфир, то есть, ну, как бы, вы поделились своими впечатлениями, там, Я не да. к тому, что вам их надо приглашать, а к тому, что на других каналах выступают. Нет, так Не нужно никого выбивать с политического процесса, я к этому вел. я не к этому, а люди воспринимают, ну, как, вот точно так же. То есть, ага, Зеленский написал кучу этих санкций, да, ну, конкретно. А люди такие говорят, подождите, ну так, а за что? Ладно, там он там санкции, когда хочет кого-то обезжирить, да, а тут как бы санкции за слова. То есть, ну, подожди, ну, найди другие слова, перебей эти слова. Тем более сейчас, например, там в России уже Быкова не воспринимают. Ну, понятно. В Украине точно так же. Вы запустили методы кэнселинга и уничтожаете. Так и чем отличаются воюющие стороны? И когда вот это вот кричат люди, вот это один народ, а украинцы там обижаются на это выражение, да, и уже некоторые россияне тоже обижаются, потому что какой мы один народ. Так и посмотрите на дела. Посмотрите на вот этот вот подход, да, вот этих машин. Абсолютно, и как бы один постарше Володя Владимирович, а другой Володя Александрович помладше и кичится тем, что он младше. А суть-то остается политики одной и той же. Вот к чему мы пришли. К Значит, большому сожалению, полностью с вами согласен и, в принципе, говорю то же самое. К большому сожалению, вынужден с вами согласиться. Только единственное, не согласен, что можно санкции, чтобы обезжирить. Это тоже ужасно. Это неправильно. Да, Если санкции на своих граждан, это чудовищно. да, Денис Елисеевич был собеседником моим сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Спасибо вам. Друзья, всем большое спасибо, что посмотрели этот эфир. Напишите, с чем согласны, с чем не согласны. Пишите там, Елисеевич такой-сякой, Шелест такой-сякой, чего вы вообще понимаете. Главное, не забудьте поставить лайк, ну и дизлайк уже ставьте. А самое главное, спасибо всем, что были с нами в этом прямом эфире. Добра и света. Увидимся. Спасибо.